Добрый день всем любителям Таиланда, пламенный привет нашим подписчикам. И сегодня наше видео посвящаем тому, на чем передвигаются местные жители, а также туристы, которые живут либо постоянно, либо на какое-то короткое время приезжают сюда. На примере нашего транспорта, на чем мы передвигаемся, мы вам все расскажем обстоятельно и попытаемся все показать. Ну вот наши красавцы специально мы построили здесь на линеечке на фоне нашего ресторана питейно едального. И вот это же, конечно, модели Honda. Вот самый старенький наш. Ему в районе 14 лет. Мы даже покупали его, это Honda Click 110 кубиков. Мы даже покупали его, он уже не новый был, ему где-то года полтора было. Сын когда приехал сюда, все первое, с чего начиналось, вот этот байк. На нем, кстати, очень удобно обучение проходить. Он как табуреточка, очень легкий, в районе 100 килограмм, может даже поменьше. Это еще карбюраторный он. Кроме расходников мы здесь тоже ничего не меняли. То есть масло вовремя заменить, ремень вариатора, резина. Вот он, видите, еще живой. Кофру поставили. Мы на нем даже втроем ездили. Так что вот такой легендарный. Пробег у него около 50 тысяч. Все еще живенький. Бегает и скачет. Так что мы благодарны. Это наш первый байк. Первый опыт тайский. Ну а на втором месте не менее легендарный, уже ставший здесь, Honda PCX. Хотя эта модель выпускалась примерно с 2010 года, но в Таиланде, наверное, с 2011. Это у нас, по-моему, 2013 года. На нем пробег уже 41 тысяча. То же самое. Кроме расходников ничего не меняем. Здесь у нас кофр стоит. Сиденье очень, места много здесь вмещается. Если что-то еще нужно привезти, сюда можно сумочку поставить. Так что это наш конек-горбунек. У него вес примерно в районе 130 килограмм, тоже не тяжелый. Здесь на всех байках стоят мультибрейк тормоза, то есть зад тормозит 70% и 30% подтормаживает перед. Так что в отношении торможения очень безопасная техника. Так что рекомендую. Почему Honda? Honda, мы уже на своем опыте, у нас друг, вот такой же у него PCX, он на нем проехал без капремонта 110 тысяч. То есть двигатель 100 тысяч выхаживает даже, ну если, конечно, не используете его под прокат. В прокате, конечно, там выворачивает все, что хочешь и все, что не хочешь. И вот на третьем месте у нас самый свеженький, 2016 года, мы тоже его с рук брали, в районе 85 тысяч, недорого. Это Honda Forza, 300 кубиков, ну PCX у нас 150 кубиков, это 110, тут уже впрыск стоит, это тоже здесь ABS стоит система, уже такой совершенный, современный. Он, конечно, потяжелее, 190 с чем-то килограмм, такой тяжелый. Почему тайцы на них редко покупают, их берут, потому что для них он все-таки тяжелый. Тяжело удержать его с их весом, с их ростом. Сложновато, конечно. Но вот на нем уже пробег. Мы покупали 20 чем-то было, сейчас уже на нем 35, по-моему, тысяч пробег. Да, чуть не забыл по расходу, по бензину. Сейчас это многих беспокоит. Вот это самый маленький, 110 кубиков, у него расход где-то в районе 2 литров. PCX, по-моему, что-то в районе 2,5. Ну, Forza побольше, конечно, там где-то 3,5, 3,2. Но это зависит от манеры езды, кто как ездит, поэтому мы по городу сильно не гоняем. Крейсерская скорость такая 60-40 километров, поэтому движение интенсивное. Всегда мы в касках ездим, рекомендуем,
чтобы, не дай бог, с вами что-нибудь не случилось. Страховка на них есть. Примерно транспортный налог на них стоит вместе со страховкой. То есть укладываемся до 1000. Маленький байк подешевле, это чуть подороже, это где-то 960 бат. Это за год мы платим. Дороги здесь хорошие, нам не жалко эти деньги заплатить. Мы тоже начинали, конечно же, с пикапа. То есть у нас был тоже Toyota Hilux или Hilux его называют. Ну, мы на нем отъездили 10 лет, даже больше 10 лет. И потом решили, у нас профиль работы такой, связан с туристами, с нашими клиентами. Много друзей приезжает. И вот мы решили такой выбор еще сделать. Купили такой мини-басик. Он получается вместе с водителем 11-местный. Вот такой компактный, удобный. По длине он даже короче пикапа. Здесь все удобно. Есть багажник. Поскольку мы часто путешествуем, нам эта техника очень подходит. Сюда можно все сложить. Если много народу, эти сиденья отбрасываются. То есть место для багажа есть. Все удобно, все очень хорошо. Это Toyota Venturi. В России по-другому они называются модели эти. Объем 2,7. Он бензиновый у нас. Кстати, расход, я думал, что будет больше 10. Засекал по трассе. В предыдущих видео там можно отыскать. По трассе минимальный расход был при скорости 90-100, крейсерская скорость. Расход был 8,4 литра на 100 километров. Так что это такой хороший, экономичный автомобиль. И самое главное, что удобный, нам подходит. Мы за продукты на нем ездим. Обычно, конечно, мы ездим на байках. То есть у нас там кофры стоят. Килограмм 30, 40, 50 мы на них увозим. Но если что-то там, банкет большой у нас заказывает, заказ большой, и нужно много привезти, мы берем автобус и на нем едем, затариваемся. Но я еще раз говорю, если взять все время езды по Таиланду, это 80% все-таки мы передвигаемся на байках. А 20% вот так вот едем, путешествуем. Бангкок к сыну часто ездим. Вот такой коротенький сюжетик. Ну вот представитель второго места, который мы в Таиланде отдаем предпочтение, это, конечно же, автомобиль пикап. Кто приезжает сюда, обращает внимание, что здесь их очень много. Это неспроста, потому что существует программа государственная. На пикапы здесь скидка хорошая есть. Если такой Toyota Fortuner в хорошей комплектации средняя стоит примерно 1,5 миллиона, то есть вот в такой же комплектации пикап можно купить, ну, я думаю, что до миллиона, может быть 900 тысяч даже. Вот такая существенная скидка есть. На них, кстати, некоторые люди даже путешествуют, в дальние поездки ездят. Вот Бангкок. Есть люди, наши знакомые ездили, некоторые даже в Лаос доезжают. Но у нас таких пролетов больших не было на байках. Максимальные, куда мы ездили, в одну сторону где-то в районе 150 километров. И там еще путешествовали, ну, до 500 километров в два конца. Так что, ну, впечатлений, конечно, масса. Это новые ощущения, когда едешь на байке. Все по-другому воспринимается. Так что здесь это безопасно. На платной дороге пока нас не выпускают, даже с большой кубатурой. А рядом дороги, они такие не проселочные, конечно, а тоже с твердым покрытием. Ну, в принципе, комфортно. Здесь есть Google Map. Карта, специально забиваешь байк. Это и в Восточной Азии сейчас эти программы работают. И специально для байков разрабатываются маршруты. Для машин дни специальные, там на платные дороги выбираешь, а для байков специальные маршруты. Можно даже, если самые короткие маршруты показывают там по проселочным, там через улочки узенькие, так что это очень удобно. А теперь коротенько про бензин в Таиланде.
Бензин в Ирландии имеет два вида. Первый это, собственно, бензин из нефти, который называется газолин, а второй это газохол, который является смесью настоящего бензина и этанола, получаемого из растений, но иными словами спирта. Он хуже для байка, но из-за дешевизны почти все тайцы пользуются только им. Так что вот на чем мы ездим. Газохол для двигателя плох тем, что при сгорании будет выделяться вода, которая оказывает негативное влияние на систему, поршень-цилиндр. В общем, езда на таких смесях приводит к сокращению ресурса мотора. Ну, тайцы обычно на это не обращают внимания. Теперь о цене. Цена средняя на бензин колеблется от 41 бата до 52. Это зависит от того, от марки бензина и от места, где вы проживаете. То есть в Паттайе это подешевле, Пхукет подороже, обычно там на 3-5 бат. И острова могут на 10 бат даже дороже быть на острова, потому что доставка туда, дополнительные расходы. Но по сравнению с среднемировой ценой на бензин, она составляет примерно около 70 бат. У нас цена еще так ниже, и поэтому мы как-то тут скрипим, но ездим. Отправляемся мы с вами на экскурсию на нашем прогулочном байке Honda Forza. Поехали. Дорога наша будет проходить по Тапрае, затем на Типразит в сторону ночного рынка, потом выезжаем на Сукувит и будем ехать в сторону Бангкок госпиталя, ну или в сторону Бангкока дорога. Так что потихоньку выдвигаемся. У нас сегодня движение не такое интенсивное, народа немного. Скутеры в Юго-Восточной Азии самое важное и эффективное средство передвижения, это я вам точно говорю. Это повседневный вид транспорта для большинства жителей Таиланда и большого количества туристов. Каждый день миллионы людей садятся на скутер, чтобы добраться до работы, за покупками или в случае туристов посетить самые красивые уголки Таиланда. К сожалению, в Таиланде довольно плохая статистика мотоциклетных травм, очень много их. Чтобы не попасть в эту статистику, пожалуйста, помните о правилах безопасного вождения и основных правил дорожного движения. Они во всех странах практически одинаковые, так что не забывайте об этом. Одной из причин, по которой Таиланд давно уже стал меккой для самостоятельных и бюджетных путешественников, является прекрасно развитая система туристического и общественного транспорта. Практически всю страну можно легко исколесить, почти не прибегая к услугам дорогостоящих такси или специального туристического транспорта. Хотя и стоимость такси, если уметь правильно им пользоваться, может показаться просто смешной. Да и в целом стоимость перемещения по Таиланду может показаться невероятно низкой, если сравнивать перемещение на аналогичном расстоянии по нашей необъятной родине, так богатой нефтегазовыми ископаемыми. Компания Honda уже 30 лет занимает самую большую долю на местном рынке мотоциклов. В 2018 году доля рынка Honda составила 78,5%. На втором месте находится Yamaha, заметьте разницу, с 15%. Вот мы немного проехали и уже находимся на пороге двух салонов Honda. Вот получается слева это малокубатурные байки, которые производят в Таиланде, а вот справа здесь байки, которые с Юго-Восточной Азии привозят, где-то с Индонезии, где-то с Сингапура. В общем, здесь их не производят, они уже большой кубатуры, так что будем смотреть. Ну вот мы и прибыли в салон. Это получается Big байки, большие байки с большим объемом. Это все Honda компании. Ну, конечно, легендарный CB. Так, только здесь уже объемчик у нас получается 1100. CB-шка, вот видите, такой сделана под старину, ребра как будто для охлаждения, но на самом деле впереди стоит масляный радиатор, но тем не менее такой в таком старом стиле. Помню, мы такие мотоциклы были. Так, дальше двигаемся. Это у нас тоже CB-шки. Вот такой дорожный байк.
Вот точно такой, он уже такой туристически направленный. Видите, впереди обтекатель, все то же самое, двигатель тоже стоит, только немножко уже к туризму заточенный. То есть у вас уже брызги лететь не будут, вас сносить не будет ветром. Вот такие машины серьезные, это все с АБСами. Я думаю, здесь трекшн контроль есть. Так, это же легендарная Африка, Honda. По всему миру на них летают. Я думаю, что процентов 50 считает, что это лучший байк для туризма. Так, вот попроще техника. Так, это у нас Rebel. Так, она, по-моему, да, 500-очка. Но все-таки у них размер стандартный, хоть и двигатель мощнее, но, конечно, он маловат для фарангов, для иностранцев. Для тайцев, конечно, он пойдет. Ну, такой какой-то мальчишеский вариант. Так, это у нас Сибишка. Снова. Так, ценник тут видно не высокий. Кстати, можно отправлять, во всяком случае раньше отправляли, можно купить байк и через компании транспортные отправляют либо на Владивосток морским транспортом, но если подороже, то можно отправить самолетом. Во всяком случае раньше это практиковалось. Здесь же также продают сопутствующие товары, аксессуары, шлемы. И вот, конечно, легендарный Goldwing. Вот такой, в таком интересном цвете. Перламутры. Белый перламутр, видите какой? Да, это, конечно, аппарат. Ну, тяжеловатенький, конечно. Где-то в районе 400 килограмм его держать-то. Целый автомобиль на двух колесах. До этого мы пока не дошли еще. Ну, Европа, кстати, часто такие встречаются. Ну, здесь же кофры есть. Предыдущий салон, это получается привозная техника, это с Японии все везут, которые здесь не производят, а это вот здесь местный производитель, вся эта компания Honda, которые производят здесь на территории Таиланда. Поэтому они несколько дешевле. Ну, опять же, кубатура, здесь вот все 150, 300, это считается уже для Honda. 300-350 это самое высокое. Это Rebel, 300-очка стоит. Здесь уже, так, АБС-ки должны уже быть. Антиблокировочная система тормозов для безопасности, кстати, очень часто на дорогах, когда ветер, песочек появляется, это как наш гололед получается, и очень опасно тормозить. Если нет АБС, это бывает плачевные ситуации происходят. Ну, здесь уже все современно, автозапуск есть на светофоре. Когда встаешь, включаешь, он автоматически запускается, когда ручку газа нажимаешь. Так, ну вот пошли там опять же Сибишки пошли. Они мало кубатурные. По заднему колесу можно определить. Если узкое заднее колесо, значит небольшой объем. Чем шире колесо, чуть пошире 300-ка, потом уже 500-ка стоит. И там, если литр, там уже прям можно сразу определить по заднему колесу. Это у нас салон, уже мы дорожку переехали. Это Kawasaki. Видите, отличается уже дизайн другой несколько. То есть, если раньше классический цвет был у Kawasaki черно с таким зелено-ярким, ярко-зеленым, сейчас уже они отходят от своих принципов. Вот уже видите, появляется уже оранжевый цвет.
Вот это классика под старые дорожные мотоциклы. Что-то похоже на наш Иж. Воздушное охлаждение вроде как. Но, скорее всего, там радиатор масляный еще стоит. Где-нибудь там запрятанный. Здесь уже объемчики по 600, по 650 кубиков. Кстати, модель Kawasaki очень популярна у молодежи, они такие все оборотистые. Как правило, объем небольшой, 400-ка, может быть там 2, даже 4-цилиндровая, там оборотистый, спортивный вариант такой, на них летают просто. Honda — это мотоцикл такой более-менее степенный, уже для взрослого населения, это такое мое мнение. Хотя Honda тоже есть спортивные. Ну вот видите, это классик одноцилиндровый такой, под старину сделанный прям совсем. Где-то примерно, может быть, 70-х годов такие раньше мотоциклы были. Вот как ИЖ-49, ИЖ-56. Молодежь-то не помнит такие байки, а мы-то еще помним, по деревнях на них летали с самодельными колясками. Ну это тоже считается городской дорожный мотоцикл. Здесь 2 цилиндра получается. Кстати, кто желает по Kawasaki, могу вам сбросить прайс-лист. У меня там прайс-лист остался. Не хочу интернет, YouTube забивать, поэтому если желание будет, я вам полностью прайс-лист сброшу, какие цены здесь в этом салоне. Так, ну это получается у нас на улице. Техника стоит от клики. Видите, уже обновленные клики, они смотрятся уже как PCX. У них уже объем 160 кубиков. Тут уже все системы такие же, вот он такой прям гламурный. Это такие маленькие, на механике они, здесь даже сцепление есть. Молодежь на них летает. Но маленький, он 125, по-моему, кубиков, да. Так что они такие скоростные. Ну, это вот вариант такой раньше, вот на первом месте были у таксистов они, по-моему, тоже 125 кубиков. Они на механике, но не полная механика, у них сцепления нет, такой полуавтомат. У них ресурс такой долгий, вот они ездят, они, кстати, на цепи уже цепь стоит. Там специально, видите, лючок для смазки, для проверки натяжения. Вот видно у них сбоку. Ну вот, раньше все-таки таксисты предпочитали на механике, сейчас большинство пересели на такие уже продвинутые вот PCX. Первое место занимает сейчас у таксистов и у доставщиков пищи. Это на первом месте. Эти уже уходят на второй план. Хотя надежная техника. Но уже ленится переключать в городе. Все-таки, я считаю, байк должен на автомате. Это удобно. Не надо щелкать. Но есть любители. Кстати, с автомобилями такая же история была. Изначально автомобили там 30 лет назад говорили, если на автомате, это женские автомобили. Сейчас, наверное, процентов 80 автомобилей, они все на автомате и уже не хотят на механике. Ну, кроме как для гонок, для стартов. Ну, коль мы здесь оказались, здесь я сразу покажу сервис. Здесь же вот предпродажку делают. Здесь стол заявок принимают. Здесь резину можно купить, все расходники, все продается. Здесь же гарантийное обслуживание делают. В общем, салон небольшой, но вот при магазине это принято. Здесь все на месте есть. Удобно и все близко. Ну вот, на этом наше видео заканчивается. Думаю, что вам понравилось. Ставьте лайки, не забывайте, пишите сообщения, задавайте вопросы. Мы вас ждем. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.